Всем привет, дорогие, вы на канале Сладкий Мастер. Готовлю шоколадный торт Прага, который был очень популярен в советское время и считался одним из лучших шоколадных тортов. Многие вспоминают этот торт с особой ностальгией, как целую эпоху, когда торт воспринимался как настоящее событие, особенно если это шоколадный торт. Прага именно тот торт, который я так любил, когда еще учился в школе в советское время. Вкус шоколадного торта Прага будет именно такой, что и был в моем детстве, без каких-либо дополнений. Оригинальный рецепт достался мне в неизменном виде, как он и изготавливался. А потому давайте приготовим этот торт по ГОСТу на канале Сладкий Мастер. Сразу хочу добавить, что у всех яиц для приготовления шоколадного бисквита необходимо отделить белки от желтков. Все особенности продуктов и нюансы рецепта читайте в рекомендациях к этой публикации. С помощью мелкого сита в муку просеиваю какао-порошок и разрыхлитель. Недолго перемешиваю сухие ингредиенты. И в белки добавляю сахар, соль и ванилин, взбивая на высоких оборотах миксера до пышной и плотной меренги. Друзья, когда взбиваете яичный белок, очень важно всыпать весь сахар сразу, а не частями, как это делает большинство кондитеров, так как сахар изначально быстрее растворяется в плотном белке, нежели в пенной массе с пузырями. Более подробно, как правильно взбить белок, я уже писал в своей большой статье, которую вы можете почитать, пройдя по ссылке под этим рецептом. Вот такая плотная меренга, которая стабильно держится на лопастях миксера, получилась. Отдельно взбиваю яичные желтки в течение минуты, чтобы они посветлели. В желтки добавляю немного взбитой меренги и перемешиваю. Добавляю всю оставшуюся меренгу. Осторожно перемешиваю ручным венчиком сверху вниз, чтобы яичная масса не осела. Друзья, на канале есть рецепт очень вкусного яблочного пирога с воздушной меренгой, который я рекомендую к приготовлению. Обязательно пройдите по ссылке и сохраните этот рецепт. Вот такая пышная яичная масса получилась. В яичную смесь в 2 приема всыпаю сухие ингредиенты. После каждого приема осторожными движениями сверху вниз перемешиваю массу. Добавляю сливочное масло, которое предварительно растопил в микроволновой печи. Осторожно перемешиваю. Шоколадное тесто готово. Форму диаметром 21 см предварительно выстеленной пекарской бумагой выкладываю все шоколадное тесто. Немного распределяю тесто силиконовой лопаткой по всей площади формы. Убираю форму с тестом в разогретую до 170 градусов духовку на 40 минут. Готовность выпечки проверяйте деревянной шпажкой, не вынимая форму из духовки. Для приготовления крема мягкое сливочное масло хорошо вымешиваю миксером в течение 2 минут, чтобы оно посветлело и увеличилось в объеме. Очень важно тщательно взбить масло, чтобы крем получился пышный и вкусный. Взбитое масло отправляю в холодильник. В сотейник с водой добавляю желтки. Тщательно перемешиваю до растворения ингредиентов. Добавляю сгущенное молоко, включаю огонь и мешаю до получения заварной основы. Как только пошел пар, начинаю очень интенсивно мешать заварную основу, чтобы она не свернулась и не подгорела к дну сотейника. Готовую заварную основу убираю до полного охлаждения в холодильник, предварительно остудив при комнатной температуре. Шоколадный бисквит испекся и полностью остыл. Шоколадный бисквит разделяю на 3 кожа при помощи ножа пилы. При отсутствии ножа пилы воспользуйтесь очень острым ножом, чтобы сделать ровные разрезы. Вот такой пористый шоколадный бисквит в разрезе получился. Охлажденное сливочное масло недолго промешиваю миксером. В сливочное масло добавляю всю охлажденную заварную основу. Тщательно взбиваю на средних оборотах миксера в течение 2 минут до состояния однородного крема. При помощи мелкого сита в крем просеиваю какао-порошок. Перемешиваю ингредиенты миксером. Непромешанные остатки крема снимаю со стен чаши силиконовой лопаткой. Продолжаю вымешивать массу до однородного шоколадного крема. Шоколадный крем на Прагу готов. Для приготовления глазури шоколад убираю в микроволновую печь на 1 минуту. В растопленный шоколад добавляю мягкое сливочное масло. Тщательно перемешиваю ингредиенты, чтобы получилась однородная шоколадная глазурь. Вместо микроволновой печи растопить шоколад можно просто на плите, непрерывно помешивая. Готовую глазурь оставляю при комнатной температуре до остывания.
Для сборки торта на рабочую поверхность наношу немного крема. Укладываю первый корж пористой стороной вверх. Сверху на корж наношу ягодный джем. Вы можете использовать любой джем по своему вкусу, который есть в наличии. Равномерно распределяю джем по всей поверхности выпечки. Бисквит очень хорошо напитывается благодаря пористой текстуре. Друзья, рекомендую к приготовлению аналог советского торта Прага. Это австрийский шоколадный торт Франца Захера, который имеет особый вкус и получается менее жирным ввиду отсутствия крема. Половину шоколадного крема выкладываю удобной плоской лопаткой на поверхность шоколадного бисквита. Равномерно распределяю шоколадный крем по бисквиту. Поверх крема укладываю второй корж и таким образом собираю торт. Друзья, хочу добавить, что торт Прага был придуман в московском ресторане Прага, тем же автором, что и торт «Птичье молоко». Окончательно закрываю торт третьим бисквитным коржом пористой стороной внутрь. Слегка придавливаю шоколадный корж сверху, чтобы зафиксировать и стабилизировать торт. Крем, который вышел из торта, дополнительно выравниваю плоским шпателем. Убираю торт в холодильник на 30 минут для охлаждения. После охлаждения половину порции шоколадной глазури выливаю на поверхность шоколадного бисквита. Равномерно распределяю глазурь, образуя подтеки. Распределяю шоколадную глазурь сбоку торта плоским шпателем. Эта порция шоколадной глазури идет только на покрытие торта без формирования подтеков. Вливаю оставшуюся шоколадную глазурь на шоколадный бисквит и равномерно распределяю, формируя шоколадные подтеки. Готовый торт убираю в холодильник. Молочный шоколад растопил в микроволновой печи. Для нанесения классического шоколадного рисунка формирую из пергамента удобный корнетик с маленькой дырочкой. Достаю торт из холодильника и в произвольном порядке наношу шоколадные линии на поверхность шоколадной глазури. Убираю торт окончательно в холодильник, чтобы он напитался и стабилизировался минимум на 3 часа. Шоколадный торт Прага – это настоящий советский шоколадный торт, который до сих пор любят и помнят все, кто знает этот классический вкус ушедшей эпохи. Торт обладает ярким шоколадным вкусом с приятной ягодно-фруктовой прослойкой. Шоколадный крем с заварной основой очень гармонично сочетается с пористыми шоколадными бисквитами, джемом, шоколадной глазурью и хрустящим молочным шоколадом в виде декора. Рекомендую подавать шоколадный торт Прага горячему крепкому чаю, кофе, вину или ликеру. Спасибо, мои дорогие, за подписку, лайки и комментарии. Тем самым вы продвигаете канал.